Всем привет. Меня зовут Олег, я тимлид. Вот. Обычно доклады начинаются с того, что говорят: "А было у вас такое?" Или "У меня вот есть такая боль, и я вот ее решил". Но в моем случае обычно наоборот, потому что я все помню, а люди вокруг меня не особо. Вот. Соответственно, я просто поделюсь вещами по этой теме, типа как не забывать вещи, возможно. Ну, в общем, не буду спойлерить. А, Давайте так, у кого вообще есть проблемы забывания чего-то? Потому что, окей, хорошо, все, спасибо. Половина там засланные, ну ладно. В общем, такая проблема есть. Хорошо, значит, это все не бесполезно. В целом, в потоке нотификаций, в потоке обновлений и прочего можно выглядеть как-то вот так. И в попытках запомнить все можно сильно устать. Мозг не приспособлен вообще к таким количествам информации, которые мы сейчас получаем. И появляется вопрос: мы вообще можем все запомнить? Простите за избитый прием, но как бы нет, это невозможно. Как я и сказал, мозг нужен для того, чтобы думать, а бумага для того, чтобы записывать то, что нам надо запомнить. Это сказал один умный человек, этим человеком был Альберт Эйнштейн. Вот. Если кто-то смеется, это не шутка, он так говорил. И про Google тоже говорил еще до изобретения Гугла. Типа, если можно что-то подсмотреть, не запоминайте. Соответственно, лицо может быть такое, у кого-то из вас, типа, очевидные вещи, или там какая натянутая шутка, или какой долгий рассказ будет вас ждать. Кто я вообще такой? Обычно говорят, типа, там, я работаю тем-то, контрибьючу туда-то, занимаюсь таким-то проектом, но я просто покажу свой инбокс в Slack. Обычно выглядит так. Естественно, вы можете сказать: ну, блин, он у всех примерно выглядит так, если все разгрести. Ну, вот как выглядит мой инбокс в почте. Это рабочая почта. Да, спасибо. Соответственно, этот инбокс выглядит так почти всегда. Раз в день он очищается и остается вот no new email сообщение. Я решил пойти еще дальше. Вы начали хлопать, и я подумал, что недостаточно пруфов, но вот есть еще пруфы. Это моя личная почта, которой я активно пользуюсь, она тоже пустая. А это моя личная почта, которой я не пользуюсь, и куда летит всякий хлам, и она тоже пустая. В общем-то, можно подумать: да, конечно, мы все понимаем, очередной доклад про продуктивность, это будет что-то про getting things done, then to do и бла-бла-бла. Или, может быть, что-то про Notion, а может быть, про Zettelkasten, Obsidian, Exacortex, а может быть, вообще про Pomodoro в 2025 году. Я на все это отвечу: нет. Иначе бы доклад назывался «Организовать все». Я тут немножко буду хейтить сложные подходы к запоминанию и записи, но, в общем, примерно так мог бы выглядеть доклад, если бы это было про те вещи, которые я на предыдущем слайде показал. Доклад не об этом. Тогда о чем же? Ну, я просто расскажу 3 дисклеймера. Это будет всего лишь мое мнение на эту тему. Как друга на кухне я не буду кидаться в вас ссылками куда-либо, потому что вы их и забудете прочитать. И эти ссылки не особо нужны. На кухне мы обычно ссылками друг друга не кидаемся на всякие исследования и прочее. Но иногда буду говорить какие-то вещи, которые я считаю, очевидными, наверное. Второе, это я рассказываю только потому, что это мне помогает помнить все в кавычках, потому что мы уже разобрались, что помнить все невозможно. Ну и, соответственно, просто для вас, чтобы вы попробовали что-то внедрить в свою жизнь. Это будут совершенно простые примеры, возможно, очевидные, но я постарался сделать презентацию хотя бы веселой. Напомню, какой был кликбейт анонса. Постоянный завал, забыл ответить опять менеджеру, тонешь в бесконечном море нотификаций и так далее и тому подобное. Есть старый проверенный способ, таски выйдут комом, если только... И у меня на это будет 3 ответа. Первый ответ методический. Сейчас будет очередная очевидная вещь, но просто все записывайте. Это весь совет, реально. Я буду рассказывать об этом очень кратко, и сейчас чуть-чуть погрузимся и чуть-чуть разрядим обстановку, придумаем классный акроним, потому что все же подходы имеют какие-то акронимы. Соответственно, если мы записываем все, то это WIT. Окей, хорошо, похулиганили. Теперь я буду говорить WIT, когда я подразумеваю процесс записывания чего-либо. Это нужно сугубо для удобства, и для геков. Как записывать? Вообще, в целом, вообще не имеет значения, кроме
трех обязательных пунктов. Первое, это нужно привыкнуть делать, на самом деле это непросто, потому что часто думаешь, да, я запомнил, потом приду, запишу и т.д. и т.п. Нет, так не работает. Нужно просто признать тот факт, что не записывая, ты ничего не запомнишь. Записывай. Второе, это нужно возвращаться к своим записям. Если вы просто записываете куда-то, где-то, в Telegram, в сохраненке, я думаю, у всех есть такое, это никогда не будет разгреблено. Ну и, соответственно, третье, нужно верить своим запискам. Что это значит? Это значит, что эти записки должны иметь смысл. Если вы записали «сделать X», а потом через неделю возвращаетесь, вы вспоминаете, что такое X, что такое «сделать», кто это написал. Поэтому каждый для себя выбирает вообще, какой формат подойдет для запоминания чего-либо. Немного еще набросов на то, как, я считаю, все должно работать. Вот. Потому что, опять же, вся автоматика, автоматизация, она больше усложняет процесс, на мой взгляд. И часто все эти подходы больше карго-культ. И повод рассказать, что это на докладах. Тут, конечно, есть байты. Ой, не байт, господи, есть биф с кое-кем. Какие еще нужно принять решения? Первое, это должно быть либо аналоговое, либо цифровое устройство, чтобы записывать простое или сложное. Сложное скорее комплексное, чем сложное в плане интерфейса, потому что какой смысл вообще? И одно или несколько состояний, одно или несколько мест, куда это все записывается. Я для себя выбрал цифровое, простое и единственное. И идеальным, подходящим вообще для меня, для рабочих именно процессов, для личной жизни я пока еще не выбрал, а для работы это Slack. Соответственно, все могут подумать, что происходит вообще, какой Slack. Я из Slack ухожу с радостью, закрываю его, вообще не трогаю, там столько уведомлений, каналов и прочего, но послушайте меня дальше, а еще наброшу обсидианчиком, что с лицом, Соответственно, Артем, второй ответ на вопрос – это вопрос операционки. Вообще, ответ очень простой. Победите инбокс. Вот так все просто. Что это значит? Инбокс всегда должен быть пустым. Как я показал у вас. Для вас свои скриншоты. Соответственно, для этого нужен какой-то теоретический базис. Как это все в моем понимании работает. Сейчас будет сложно. Сконцентрируйтесь, послушайте и вникните. Все. Есть инбокс, есть обработка, есть архив. Я сейчас расскажу вкратце и объясню, что я имею в виду под инбоксом, например. Это буквально любая информация, которую вы принимаете. И эта информация – это какие-то сообщения, имейлы, джиротаски, то есть все, что мы можем предположить. Следующее, менее уже интуитивно, это что-то задал вопрос коллега, менеджер, неважно. То есть к вам подошли, что-то сказали. То есть вербальная коммуникация тоже инбокс. Ремайндеры – это тоже инбокс. Почему? Потому что это, по сути, просто отложенный инбокс. Вы говорите, что через неделю мне это будет актуально, это ко мне придет, мне надо это будет обработать. Также просмотр видео, чтение статей, чтение книг. Это все является инбоксом, потому что вы можете из этого что-то вынести и записать. То же самое, звонок мамы, приглашение друга куда-либо и сами мысли, которые у нас в голове появляются. Про нижние три я ничего рассказывать не буду. Об этом рассказал хорошо другой докладчик, Миша Покрышенко или Покрыщенко, не знаю, извините за произношение, если неправильно сказал. Он как раз рассказывал в своем докладе про записи, тоже про то, что нужно все записывать, но больше в степь выгрузить именно какие-то мысли, что-то такое более эзотерическое условно. Я же буду совершенно практичным и вещи буду рассказывать абсолютно простые. Следующий этап – это обработка. Тут тоже все просто, это все, что нужно сделать с инбоксом. Если он релевантный, определить ответственного, определить дедлайн, приоритизировать, записать и когда-то там сделать. Соответственно, порядок этих пунктов не имеет значения, то есть это можно все объединять, это просто для схемы. Если это не релевантно, просто пропустите или отредиректить. Соответственно, вы просто превращаете это в чужой инбокс. И архив, тут все просто, мы не будем тут тоже сильно задерживаться, это все, что уже сделано, отменено или пропущено. Это все. Это вся теоретическая база, на основе которой можно уже делать выводы, делать шаги и улучшать свою жизнь, условно. Почему побеждать инбокс? Потому что инбокс – это страшный монстр. Вводим еще один термин, кроме вид, это инбокс с такими ограми. И я бы сказал, что инбокс похож на лирнейскую гидру, извините за зашикаленную картинку, но по цветам она очень хорошо подошла. Как вы понимаете, если лирнейскую гидру победить, как это сделал Геракл, то мы останемся без работы. С другой стороны, в IT столько этих, как там было, авгиевые конюшни, их никогда не разгрести, мне кажется, поэтому, наверное, без работы точно не останемся. Поэтому
поговорим именно вот про эту лирнейскую гидру. Она многоголовая, она шумная, и она что-то внешнее вездесущее. То есть гидра была не совсем вездесущей, но давайте представим, что она имела такие свойства. Чтобы с этим справиться, нужно подготовиться. Как лучше всего подготавливаться к какому-то действию? Да? Это, например, какой-то большой задачи. Это распилить ее. То есть слона есть удобнее, когда он порезан на кусочки. Или на лягушек, извините за отсылку к очередному совету по продуктивности. Первое, с чем мы разберемся, это многоголовость. Все просто. То есть самый простой шаг, который можно сделать, это разделить рабочее и личное пространство. Другое место, другое устройство, другой профиль на основном устройстве, другой профиль на мобильном устройстве. В Android, кстати, из коробки классная штука есть, рабочий профиль, который можно просто выключить там в конце вечера, и оповещений уже не будет условно. Ну и в целом будет сразу понятно, куда вы отправляете свои картинки. Вот. И другой профиль в браузере. Хотя бы это, если вот прям никак все остальное, то хотя бы другой профиль в браузере. Допустим, разобрались. Следующее – это noisy, то есть шумно. Чтобы избавиться от шума, нужно всего лишь выключить нотификации. Прям выключить, я не шучу. Это 80% успеха, и это просто нужно сделать, в моем понимании. Просто попробуйте сделать эксперимент, неделю, выключите все нотификации на своем устройстве и посмотрите, как поменяется ваша жизнь. Зачем их выключать? Ну, потому что вы должны командовать временем, а не устройство командовать вами, когда вам на него обратить внимание. Соответственно, говорите, что я тут временем командую, и, собственно, делайте это вовремя. Если чуть конкретнее, то это может помочь вам бороться с FOMO. Вы перестанете постоянно ждать какие-то сообщения, оповещения, отвлекаться на них, прокрастинации меньше и так далее. Второе, это уменьшает как раз-таки распыление мозговой активности, потому что переключение на самом деле мозга с задачи на задачу – это очень-очень накладная штука, именно ресурсно. Мы это не замечаем, но в течение дня, часто переключаясь, мы в конце дня прям выжатый лимон. И это происходит в том числе из-за этого. Это может даже защитить ваши личные какие-то штуки, как было на созвоне, не на моем, но я присутствовал, когда на созвоне просто высветилось уведомление с нелестными сообщениями о человеке, который находится на этом созвоне. И также я считаю, что это может привести к более счастливой и тихой жизни. Почему под звездочкой? Потому что на самом деле это может привести как раз к моменту, когда вы начнете проверять постоянно. Вы привыкли, что к вам этот дофамин постоянно прилетает, и вы начинаете в телефон постоянно каждую минуту смотреть. Тут без иронии, без шуток лучше пообщаться с специалистом, если вы с ним уже общаетесь, и в попытке как-то перейти постепенно. Если просто вырубить нотификации, не поможет. Окей, с шумом разобрались. Теперь что делать с тем, что это вездесуще? Ну, здесь будет очень абстрактно, но тем не менее. Просто сужаете потоки и просто их фильтруете, разделяете. Почти все сервисы, самый простой пример, имеют email-нотификации, и вы этот email можете фильтровать. Вы можете начать с этого, потому что это не требует никаких там дополнительных устройств или еще чего-то. Что в Гугле, что в Яндексе. Заходите в настройки фильтров и делаете себе удобнее. Об этом мы тоже поговорим. Также, в принципе, не все, на что вы подписаны, это важно. Если вы что-то читаете просто для того, чтобы там цифрики закрыть, перестаньте. Просто отпишитесь от этого, вам никогда там не будет ничего полезного. Кажется, с этим разобрались. Соответственно, на основе двух ответов мы понимаем, что нам просто нужно как-то обрабатывать потоки методично и оперативно. Здесь ваше право, как на это смотреть. Соответственно, как кошмар мне до конца жизни этим заниматься, так и я знаю, как это делать. Если схематично, как это выглядело? Вот есть инбокс, он многоголовый. Есть то, что мы пытаемся записать. Стрелочки тонкие, стрелочки серые, и можно что-то постоянно забыть и, в принципе, чувствовать себя каким-то задавленным. Первое, что я сказал, разделяем публичные и приватные вещи. Это осталась только рабочая штука. Но рабочие штуки обычно расширяются. Голова снова растет, головы разные. Соответственно, что-то с этим надо делать. Вот тут и вступает как раз этот момент с фильтрацией и централизации инбокса. Это можно сделать на основе мейла, это можно сделать на основе автоматизации в Slack. Это моя схема, она очень условная. Выглядит она как раз у меня так. И чтобы понимать, когда этим заниматься, я это делаю условно с почты 2 раза в день, утром и вечером, и там раз в час, опять же условно, если мы говорим о чем-то более оперативном, типа Slack. Давайте перейдем, в общем, к практическим частям и немножко поскучаем, потому что будет, по сути, просто перечисление способов, как можно себе улучшить жизнь. Я сейчас повангую и предполагаю, что вы пользуетесь Телеграмом, почтой гугловой, гугловым календарем, Жирой и Slack'ом. И мы сейчас просто поэтапно пойдем и разберем каждый из этих вот потоков.
Первый будет Telegram. Простой совет. Просто не используйте instant messaging для работы вообще. Я не знаю, если у кого-то были продукты, работа над продуктом в Телеграме, я думаю, сразу же поймут и покивают. Вот. Есть только одно исключение. Это когда вы работаете над маленьким проектом, и он действительно организован, и он действительно проект. Соответственно, если это продукт, забудьте. Каким бы вы магом папочек в Телеграме не были, как бы вы виртуозно не пользовались лейблами и сохраненками, у вас ничего не выйдет. Поэтому тут разобрались быстро, перейдем к Gmail. Вот здесь будет как раз-таки больше всего советов по разгребанию инбокса. Снова, он должен быть пустым всегда. Соответственно, вот примерно так выглядит средний инбокс среднего человека, в моем понимании. Есть у кого-то вот такое или нет? Вот, отлично. Есть. Это, если что, я открыл просто свою папку «Мусор». Вот. Я не хочу никого оскорбить этим, просто мне не получилось по-другому эмулировать это. Я бы хотел показать просто, что мне там приходит и что я в итоге вычищаю. Все, что нужно делать, использовать фильтры. Здесь абсолютно душная гифка, которую я взял прямо с официального сайта. Вы пока смотрите, я попью водички. Кто не знал, что фильтры можно делать вообще? Ссылочку тоже оставил, но это так, просто красивая иконка. Я тоже использую фильтры, и это буквально моя рабочая почта и мои рабочие лейблы, в которые я фильтрую, собственно, все входящие. Личные я не стал указывать по очевидным причинам, рабочие – ничего страшного, работу можно сменить. Это рабочий лейбл, он ручной. Он заключается в том, что я вручную переношу туда письма. Сюда я переношу все, что связано, вам выдали доступ, вас пригласили в Slack или еще что-то, просто чтобы не забыть какие-то там, возможно, временные пароли или еще что-то, и что фильтровать автоматически не получится. Соответственно, даже несмотря на то, что это ручной фильтр, и вы делаете это вручную, когнитивная нагрузка падает. Вы просто знаете, куда эту, сраную, извините за выражение, штуку положить, чтобы она не валялась в инбоксе. Второе – это мусорные лейблы. Они условно мусорные, естественно. Просто они, когда я с ними работаю, это выглядит так. Я захожу в лейбл, я делаю выделить все непрочитанные и их прочитываю. Они нужны просто потому, что фильтрация происходит автоматически и сваливается туда. Все эти оповещения я получаю так в Slack, и я больше доверяю Slack в этом плане. Здесь это скорее архив. Может появиться вопрос. Вернее, не так. Тот же календарь, например, чтобы вы понимали, если меня приглашают на встречу, летит в инбокс. Если я там обновил какую-то информацию, и мне там сказали, пойду, не пойду, это летит сюда. Чаще всего люди просто в личку напишут, я не могу в этот день. Можно задать вопрос, почему Jira лейблы мусорные? Здесь все просто. Jira Approvals, Jira Bravo – это два лейбла, которые про мою команду и про мои аппрувы. То есть я и так их вижу в Slack, условно. Соответственно, они просто туда сваливаются. Они здесь просто архивируются. Есть еще одна штука – это вторичные инбоксы. Вот эти вещи я обрабатываю сам, когда мне это нужно. Соответственно, они апдейтятся не так часто, и они имеют значение именно внешнее какое-то. Соответственно, вот в случае с HandFlow это как пример внешнего сервиса, куда просто приходят там у вас новые вакансии, которые надо там посмотреть, новые кандидаты и так далее. А вот Jira лейблы, они про отложенные таски и про те, на которые я подписался. Я туда просто захожу, смотрю, все ли обновилось по тем темам, которые я обсуждал с другой командой, и, собственно, могу посмотреть, что нового. Также добавляю маленькие, совершенно простые советы. Это можно applied фильтр к существующему бэклогу. Буквально недавно в личной своей почте я отфильтровал там в 2 клика 3000 сообщений, просто которые навалились с гитхаба, потому что я вел курсы там в универе, и это все были мерч-квесты, коммиты и прочее, одним кликом. Также просто поиграйтесь с настройками, потому что можно сделать так, чтобы они сразу были прочитаны, можно сразу куда-то отфорвардить, то есть там много всего, это надо просто посмотреть. Также можно использовать вложенные лейблы, если их много, или если у вас проекты, то есть можно сделать вложенный лейбл для проектов типа там один проект X, и вот туда там идет почта, Slack или еще что-то, проект Y, и, соответственно, тоже. Я это делаю в личной почте, потому что у меня просто очень много лейблов, мне их легко перебить там на медицинское что-нибудь, там на документы и прочее. Также можно добавлять префиксы, чтобы визуально отделять вот эти вот вторичные инбоксы, мусорки и прочее. Просто чтобы они типа выше были, то есть чтобы не бегать по списку. Но я это не делаю, потому что у меня их не так много, я и так знаю, куда заходить. В общем, без автоматизации инбокс можно победить только таким образом. Дальше идет Google календарь. Hot take. Календарь – это with.
То есть календарь — это не про оповещение в первую очередь, а про то, куда записывать информацию, в моем понимании. Потому что календарь, по сути, это to-do-лист, привязанный к времени. Чаще всего, опять же, когда вы менеджер, тимлид или еще кто-то, это так. Когда вы разработчик, наверное, чаще вам все-таки ставят встречи. Здесь, естественно, я рассказываю именно со своей точки зрения, а ни на что не претендую. Первый совет — это всегда добавлять агенду. Всегда. Вообще, даже короткую. Когда вы ее добавляете, вы можете сразу же оценить вообще, насколько объемная встреча. И чтобы не приходить на встречу вот так, неподготовленным совершенно, то лучше добавить эту агенду, чтобы вы понимали. Когда вы будете ее заполнять, вы можете добавить сразу же себе встречу на подготовку. То есть я вижу, понимаю, что, там буллет-поинтов 10 штук. Наверное, лучше поставить себе какую-то встречу, чтобы подготовиться к этой встрече. Это немножко уже похоже на таймблокинг, но дальше будет еще больше таймблокинга. Просто полюбите повторяющиеся события. Зачем они нужны? Я думаю, у многих из вас в календаре и так стоят встречи из разряда обед, которые в одно и то же время. Вы также можете использовать этого для рабочего времени, для задач, для разгребания того же инбокса по утрам. И вам никто не поставит встречу. Все будут видеть, чем вы там условно заняты. Соответственно, просто пользуйтесь и наслаждайтесь. Есть также отображение schedule. Это уже скорее для тех, у кого встреч много. Утром можно прийти, опять же, зайти в календарь, включить этот режим кнопочкой «А» и увидеть, что у вас на сегодня. Но если неохота заходить в календарь, можно просто себе настроить вот таким путем отправку этой дневной агенды вам на почту. То есть утром на почту вам придет письмо страшное, как моя жизнь, но, видимо, сами в Гугле забыли, что есть такая функция у них. В общем, она очень уродливая, но она предоставляет информацию о том, ага, Вася, сегодня у тебя 5 встреч. Еще немножко простых совершенно советов. Это привыкайте к хоткеям. Есть классный хоткей G. Это перепрыгнуть к определенной дате. Я ненавижу вот это ползание по календарям, там перескок там, на год, на месяц, еще на что-то. Просто пишите дату и туда прыгаете. Поставьте дополнительную таймзону, если работаете с другой локацией. Добавьте календари, там, начиная от переговорок, заканчивая до каких-то людей, которые там вам подчиняются в том числе. Поставьте хотя бы примерные рабочие часы, просто чтобы вам внезапно не поставили там в 7 утра созвон типа True Story. Настраивайте себе ремайдеры о том, что встреча скоро будет. Кому-то удобно за час узнать то, что будет встреча, кому-то за 15 минут, кому-то надо 10 раз в течение часа. Это абсолютно нормально. Просто добавьте это. Скройте уикенды. Если вы не работаете по выходным, то, вернее, я надеюсь, что вы не работаете по выходным, а если работаете, то подумайте, наверное, о смене работы, либо удачи вам на дежурстве. В общем, просто залезьте в настройки, там много всего, что-нибудь для себя подберете. Теперь жира. Здесь, как вы понимаете, почти бесконечные возможности. Possibilities – плохое слово, которое я выбрал, но суть не в этом. Суть в том, что я сейчас просто расскажу очень быстро, очень коротко об абсолютно очевидных вещах, чтобы просто не затягивать время, а вы просто кивнете и скажете, ну да, мы всем этим занимаемся. Ну что, сейчас, секунду, надо попить. Сейчас я действительно буду быстро идти, потому что и так длинный доклад. Погнали. Первое. Компоненты. Такая таблица, в которой вы пишете список ваших модулей, компонентов, еще что-то. Можете назначить лида и то, чтобы он автоматически устанавливался. Также можно дать дополнительную информацию. Здесь же можно увидеть ишьюсы, которые вы установили этому компоненту. Делается за 5 минут. Неоценимая штука. Дальше покажу. Следующее, темплейты. Если у вас кто в лес, кто по дрова, заполняют задачи непонятно как, пишут непонятно что, просто придумайте формат. Типа вот, пожалуйста, в summary пишем какую-то общую информацию, стейкхолдер — это кто заказал условно или кто пришел с этой задачей, source — это ссылка там на треды, на макеты, еще что-то, acceptance критерия — это условно, что надо сделать. Когда мы заполняем задачу, нам нужно понять, что надо сделать. Мыслив так, мы уже как бы делаем полдела на самом деле и выкидываем, например, то, что нам не нужно. Чтобы не забыть, что нужно сделать в конце, уже когда закончили задачу, добавьте чек-листы. Это вот, например, наш чек-лист. Здесь обновление там документации, чтобы мы посмотрели accessibility, чтобы мы... в общем, вы понимаете, о чем речь. Можно добавлять свои чек-листы, чек-айтемы и использовать как acceptance критерии теоретически. Комменты. Абсолютно очевидный пример, но пишите комменты всегда в задаче. Пингуйте людей, пишите, о чем вы договорились, в каком статусе задачи, чтобы на груминге не заходить в задачу, не понимать, почему она висит 2 недели и что вообще с ней. Соответственно, вот тоже пример наших комментов. Также лейблы и линки. Я думаю, никому не надо рассказывать, что это такое. Я про них говорю только для того, чтобы вам рассказать, что можно кастомизировать карточки на основе этих данных. Выглядит это примерно так у нас.
То есть у нас есть, например, красная полоска слева, это значит, что у задачи есть блокеры, то есть мне не надо заходить в задачу, смотреть, там, скроллить до линков, чтобы понимать, что она заблочена. Также у нас есть похожие, только прицепленный к лейблу от бэкэндеров, что эта задача ждет еще ревью бэкэндеров. Ну, Epic понятно. И здесь вот 3 пункта, которые вы можете вывести сами. А здесь у нас выведены компонент, потом ревьюеры и потом QA. Очень удобно, наглядно, но... В общем, не всегда здесь как бы сразу очевидно, кто что, за что отвечает, но суть в том, что привычка – дело такое. Также хочу напомнить про свои лейблы, о которых я говорил. Это как раз ремайндеры и watchers. Ремайндеры с звездочкой, и там раньше тоже была звездочка, это подразумевает, что нужно поставить плагин, но он, скорее всего, бесплатный, и вам ваш жир-админ разрешит это сделать. В ремайндеры просто приходят задачи, которые были вот отремайнджены там через месяц, а те, которые я вотчу, это как раз я делаю это только с задачами других команд. Как-то так. Если укоротить и очень очевидные советы дать, что то, чем более осмысленная информация будет задачи, тем, естественно, она будет прозрачнее. Никакой Америки не открыл. Также нужно с этим не перестараться, потому что можно просто заниматься формализмом, писать огромные списки, добавлять таблицы. Это тоже не требуется. Нужно соблюдать какой-то баланс. Соответственно, просто держите в голове все, что там я перечислил, когда создаете тикеты в жире. То есть, что не забыть заполнить, когда создаете задачу, что не забыть написать, когда она обновляется, когда вы ее завершаете. Ну и, собственно, как ее предоставить наиболее понятным и лаконичным способом. Получилось не очень быстро. Ладно. Slack. Вот это самый большой и объемный кусок. И со Slack все чуть интереснее, потому что здесь действительно бесконечное, в моем понимании, возможности, потому что Slack более подвижный, чем Atlassian. Ненавижу Atlassian, извините, не судите меня, пожалуйста. Она более живая, да. Спасибо. Это не поможет мне в суде, но тем не менее. В общем, я надеюсь, что вы все-таки что-то новое узнаете или попробуете из того, что я перечислю. Снова поговорим о том, что Slack – это инбокс, да? Но, как бы, спойлер, это для меня еще и способ записи. Начну с инбокса. Первое, опять же, мы же помним, что делать. Отрезаем головы. Как мы это делаем? Мы просто помечаем как избранные наиболее посещаемые DM-ки и каналы. Дальше, Stop Noise – это просто выходим с всех каналов, где вы не требуетесь. И вот я вам точно говорю, что если вы где-то потребуетесь, вас найдут, вам позвонят, вас пинганут, вам напишут на почту, куда угодно. Во всех остальных случаях на чужие команды вообще нет смысла подписываться. И мьюти их, естественно. Если есть просто какая-то техническая штука из разряда вот мастер, да, там выкатили мастер, соответственно, его каждый день выкатывают. Зачем вам читать все изменения? Соответственно, можно его замьютить, и если вам очень надо что-то проверить, зайти туда вручную. Ну и, соответственно, как-то надо сдержать вездесущесть. Это все, что осталось после первых 2 пунктов, вы группируете, схлапываете и просто забываете. Как это работает? Я надеюсь, что будет видно с задних рядов, но объясню так словами. Я все это делю на 3 части. Первая часть – это инбокс. Вы должны работать только там. Вот только unreads и threads. Все. Вам иногда нужно будет заходить в старт, потому что это просто какой-то быстрый способ связи с коллегами. У меня там просто вся команда и еще пару там чатов, которые мне важны, нужны. Соответственно, это внизу еще есть direct messages. И я иногда ее раскрываю, когда у меня много каких-то диалогов с другими людьми, с другими командами, которые быстро прекратятся. Там обсуждение какого-то мини-проекта, он закончится, я перестану с человеком как бы что-то обсуждать, он сам исчезнет, и как бы direct messages будет пустым. Виноват. Вот это все у меня всегда схлопнуто. Я это никогда вручную не открываю. Я просто пользуюсь поиском, если мне что-то нужно. Соответственно, что это дает? Это дает то, что вам не надо куда-то проваливаться, постоянно заходить, раскрывать списки, потом их схлапывать. Вы просто все обрабатываете вверху, и я сейчас расскажу, как можно себе помочь с этим. Первый – это Save for Later. Я думаю, все знают про эту фичу. Если не знают, пожалуйста, пользуйтесь. Эта штука, просто вот эта вот закладочка, которую вы вешаете на thread, на сообщение, и оно появляется у вас вот там в левой колонке Later в списке. Это просто временное какое-то хранилище, когда вы проходите инбокс, вы не хотите сразу же делать что-то, отвечать кому-то, вы, пометил, все, пока инбокс не закончу, я не буду на это отвлекаться. Как только инбокс весь разгребли, пошли в Later и посмотрели, что можно сделать прямо сейчас или выписать на будущее. Соответственно, я просто стараюсь следить, чтобы Later был не больше 15 айтемов. Сейчас видно, что там их 11, я большой молодец. Следующее – это отписка от тредов. Абсолютно тоже очевидная вещь, но работает, потому что когда вы проходите инбокс, я расскажу позже, как это выглядит, покажу, то есть вы можете, например, подписаться на какой-то тред, в котором как бы вас не призывали, и вот там будет обсуждение, вы это все будете читать, а в какой-то момент все такие, ну все, договорились, а тут вы выходите и говорите, а ничего, тот факт, что…
И все. И они такие: как ты тут там вообще появился, и т.д. и т.п. Вот так. Моя команда, знаете, как это работает. То же самое с отпиской. Если вы больше не актуальны в каком-то трейде, отписывайтесь, но мой совет: пишите об этом явно. Типа: чуваки, я отписался, а если что, пингуйте, потому что они не будут понимать, вы там или не там, и думают, что вы все это читаете. Есть еще Remind Me. Кто пользуется Remind Me? Ну, я вас разочарую, и я не пользуюсь Remind Me. По одной простой причине. Вы видите, вот какие есть варианты выпадашки. Вот я не знаю, где я буду через 20 минут. Я не знаю, с кем я что буду обсуждать и в какой переговорке через час, через 3 часа завтра. А если я хочу что-то конкретное, кастом, то это опять выбор календаря, опять указание даты, времени. И когда даже я это сделаю, и мне придет это оповещение, я его могу либо пропустить, либо пойму, что сейчас вообще не вовремя. Я просто занят другим. Соответственно, я этим вообще не пользуюсь. Я опять же хочу контролировать процесс, а не быть реактивным условно. Теперь, как с этим всем работать? Сейчас будет видеодемонстрация, буду рассказывать на примере сначала десктопа, потом мобилки. Проблема в том, что на десктопе есть Unreads и Threads. Это два независимых потока, к сожалению. Я очень надеюсь, что Slack это поменяют, но, в общем, выглядит это как-то так. Вы себе спокойно работаете, у вас есть две вкладки. Вот в Unreads попадают только сообщения, треды там не приходят. Соответственно, вот мне пришло сообщение от Алены. Я его прочитал и понимаю, что я хочу его обсудить позже. Я его могу отметить. Могу подписаться или отписаться от этого треда в моменте прям. И когда я понял, что все, я с этим все сделал, или понять, что у меня слишком большой там инбокс, я могу его отсортировать в том числе. Вот. Я его отмечаю как прочитанный. Если я понимаю, что, наверное, нет, что-то я маху дал, можно сделать undo и, собственно, решить, что с этим делать дальше. Выглядит это примерно как-то так. Неудобно это тем, что треды отдельно, и треды не про обновление, они просто типа про простыню тредов. Это больно. И я очень жду, что они добавят кетчап в десктоп. Кто знает про фичу кетчап на телефонах? Офигенная штука, скажите. В общем, кетчап. Сейчас будет опять видеодемонстрация. В кетчап сваливается вот там в левом верхнем углу, сваливается и все. И треды, и сообщения, и прочее. И это такой Tinder-like, который открывается, и вы можете свайпнуть либо влево, это значит, что вы пока оставляете непрочитанным, будете обрабатывать позже, либо вправо, это значит, что вы это прочитали, и все, это вылетит оттуда. Также здесь же вы можете выбрать, нажать там later, можете подписаться или отписаться от тредов. В общем, это прям такая точка входа и очень удобная, чтобы бэклог, инбокс фильтровать. Если вы уже как бы отметили как прочитано, опять же, есть кнопка undo, если поняли, что, наверное, зря это сделал. Все, ваш инбокс пустой. Заметьте, не открыл ни одного канала, ни одной группы. Просто пользуюсь вот теми двумя кнопочками наверху. Соответственно, с инбоксом вроде разобрались. Теперь, как ты, Олег, записываешь в Slack что-то? Это же какое-то безумие. Ну, я вам расскажу, во-первых, что DM с собой – это абсолютно нормальная штука. И как это выглядит у меня, например. Буквально, мне же мало рассказать доклад на Tbilisi.js. Я еще по совпадению внутренний митап буду организовывать, и я просто делаю сообщение, и в него в тред закидываю какую-то информацию по этому поводу. Также у нас есть ежедвухнедельные встречи. Жалко, Тима сегодня нет, он бы там смеялся сейчас, потому что у него ассоциация Fortnite, сами знаете с чем. И, соответственно, вот как я готовил доклад Tbilisi.js, появилась мысль, зашел, закинул мысль, забыл, освободил свою голову. Но самая классная фича Slack – это канвасы. Кто пользовался канвасами? Во, отлично, кто-то узнает что-то новое. Короче, канвасы – это Notion. Это лучшее от Notion и от Slack. Суть в чем? Вы имеете отличный способ записать в WYSIWYG-редакторе, в блочном, как в Notion, что-то. Чек-листы, таблицы, что-то еще. Там все сильно проще, чем в Notion, к счастью. Но и там можно наворотить теоретически. Соответственно, буквально вот моя вкладка канвасов. Слева можно увидеть, что у нас есть, например, канвасы по фичам и есть one-to-one. То есть у нас просто в DM-ах их можно пинить. У нас в DM-ах с ребятами, с которыми я работаю, запинены канвасы на один one-to-one, которые они могут прочитать в любой момент и посмотреть, что мы вообще обсуждали. И у меня, соответственно, они хранятся здесь. А по фичам это такие типа мини-техспеки, в которые мы записываем вопросы, там, то есть не в жиру, а вот сначала в черновой вариант. И обсуждаем там, например. Собственно, как выглядит вот у меня мой DM. Вот сверху это запиненные канвасы. Там есть to-do, там есть мои цели там на год, общая информация, по команде информация. И вот как выглядит там мой tab to-do. Сразу же заметили, наверное, матрицу Эйзенхауэра. Вот. Еще один базворд про продуктивность, но мне это действительно помогает. Первым пунктом, как видите, сделать доклад и выступить на Tbilisi.js. Я почти это сделал, я очень рад. Также, вы слишком добры. Спасибо большое. Вот.
Такие канвасы можно создавать в каналах. У нас есть канал, в котором мы собрались с музыкантами. Это тоже я сделал в момент, когда надо было делать доклад за последний месяц, потому что прокрастинация не дремлет. Вот, соответственно, в этом канвасе вся информация вот для тех, кто хочет вписаться в движ, в репетицию, в джем или еще во что-то. Пожалуйста, тоже есть. Что еще крутое? Если вы command кликните, кстати, в Slack можно много на что command кликать, это откроется в новом окне. То есть у меня обычно вопросы, когда я рассказываю про эти штуки, бывают такие, типа, расскажите, пожалуйста, Олег Олегович Семичев, а как вы вообще живете с тем, что вам надо постоянно переключаться между табами, вкладками, еще чем-то. И я показываю command клик, человек просто открывает рот, уходит спокойно, а я вот типа открываю справа, что-то записываю и переношу, то есть могу на две части экрана разделить, и это абсолютно классно работает. Эти канвасы легко шарить, у этих канвасов есть доступы, то есть можно кому-то закрыть для там редактирования, для просмотра, еще что-то. Их можно пинить в каналах, в чатах. Короче, штука классная, очень рекомендую попользоваться. В итоге, summary. Боремся с инбоксом с помощью Ketchup и Nreds. Не боремся, а мастерим with с канвасами. Перестаем вообще какую-то толерантность испытывать к нерелевантным чатам и каналам. Отписывайтесь, мьютьте, группируйте и схлапывайте. Они вам не нужны. И, собственно, просто перестаньте захламлять себе сайдбар. Его можно настроить себе очень гибко, оставить только то, что нужно, и не видеть этот бесконечный список из там белых, серых, еще каких-либо черточек. И здесь хотелось просто добавить еще одну такую общую штуку. Это попробуйте быть человеком, с которым приятно просто работать. А что это значит? Это значит, будьте прозрачными, это значит, отвечайте, это значит, реагируйте, это значит, коммуницируйте. Нет ничего хуже, когда ты в Slack написал, кого-то пинганул, и тишина. Ни глазок, ни там лайка, ни окей, ни я сделаю, ничего не понятно. Пинговать еще раз человека, можно разозлить. В общем, вы понимаете, о чем я. Я думаю, все сталкивались с таким. Собственно, не будьте такими. Ну что, кажется, мы с этим разобрались. Я обещал вам 3 ответа на вопрос, и сейчас будет особенно плохо, что я не могу посмотреть свои speaker notes. Самый экзистенциальный, в общем, ответ на вопрос и самая такая псевдофилософская телега, которую я хотел как-то втащить, но, наверное, не получится. Но я попробую. В общем, ответ номер 3 – это why. Это не аббревиатура, не акроним, это вопрос. Что я под этим подразумеваю? Можно задать вопрос, почему я хочу все помнить, да? Почему я все забываю? Наверное, чтобы все успевать, а зачем я хочу все успевать? А почему вообще я не успеваю? Вдруг у меня менеджер дурак, вдруг у меня тимлид дурак, вдруг у меня проблемы какие-то, может быть, сменить работу. В общем, вы понимаете, почему и зачем, очень удобно, что на английском языке это одно слово, может вас довести либо в случае «зачем» до момента «смысла нет», а в случае «почему» до момента большого взрыва, либо создания, если вы креационист. Соответственно, это вам тоже ничего не даст. И нужно искать баланс. То есть задавать себе вопросы, смотреть внутрь себя и думать, насколько вам вообще это подходит. Расскажу, почему я сделал этот доклад. Начну издалека и начну с простого. Кто-то устал, да? Извините. В общем, это был вопрос на ретроспективе. Крис, привет, если, конечно, видео работает. Вот, что я пью вместо кофе? Я действительно не пью ни кофе, ни глицин, и сначала не понял, что это значит. Значило это то, что она думает, что я все успеваю и что я все помню. И вот насчет того, что я все помню и успеваю, есть прекрасный доклад Тимура Гафиуллина про то, что такое тимлид, условно, и как ему помочь. Как вы видите, здесь у нас все, это же Бэтмен. Железный человек, который все вот это вот вертит на руках, как бы пока у него есть силы. Соответственно, я тоже такой, и, наверное, пытаюсь быть таким, чтобы никто не дезморалился, но скажу честно, Тимур упустил возможность вставить вот такой мем в свою презентацию, потому что... Последний месяц выгляжу я именно так, и чувствую себя именно так, и это я сам виноват, потому что я что-то устроил, зато классно теперь ребята ходят и джемят, и играют на музыкальных инструментах раз в неделю, но доклад не делается, вот. Потом там друг с сюрпризом приехал в Тбилиси, мы неделю просто тусили. Этот доклад я делал последнюю неделю в жестких кранчах и страдал. Вот, соответственно, по поводу того, что я все помню, да, это правда, но все ли я успеваю? Так выглядят мои табы. Есть еще старый телефон,
телефон, на котором у этих табов, штук 200, и я их специально не закрываю, потому что, когда-нибудь, если я положу этот телефон рядом с кроватью, я буду его открывать и читать эти статьи, которые я сохранил 4 года назад. Наверное, стоит уже быть реалистом, поэтому да. То же самое, Watch Later, как мы выглядит, 550 видео, это, да, самый, наверное, большой результат за последнюю жизнь, наверное. Вот, соответственно, туда же идут, просто Spotify не дает показать, сколько у меня альбомов сохранено, то есть сколько было не прослушано альбомов, сколько книг лежат просто скачанные, не прочитанные, сколько игр просто пылятся в Стиме. Блин, если еще там семейная подписка, 500 игр, и это безумие. Кто бы вообще знал, как я хочу просто закончить этот доклад, который я готовил целую неделю, и пойти играть в апдейт Hades 2, который вышел 3 дня назад, и я бы очень хотел в него поиграть. Но, отвечая на вопрос, зачем я делал этот доклад, несмотря на все вот эти страдания, или почему, возможно, скорее зачем, чтобы хотя бы один из вас хотя бы попробовал что-то внедрить, и вот эту картинку я своровал у Миши из доклада, он, по-моему, здесь я его вижу, вот, соответственно, его немножко адаптировал под себя, грубо говоря, чтобы вы могли дать отпор мозгу и просто лечь спать, не думать, я что-то забыл записать или еще что-то, не забыли, вы записали, а если не записали, значит, не надо было. Соответственно, я-то сам хорошо сплю, обычно сплю примерно так, но, несмотря на всю загрузку, но, тем не менее, очень хотелось бы, чтобы вы тоже могли, как я, а как все успевать, да? То есть, опять же, такой есть вопрос. Я считаю, что не мне отвечать, я уже дискредитировал себя. Вот. И на вопрос, можно ли все успевать, ответа здесь, естественно, не будет и никогда не будет. И не думаю, что когда-то будет сиквел. Поэтому ответа, наверное, нет. Либо ответ будет такой же скучный, как в начале. Это невозможно. Соответственно, желаю вам задавать себе вопрос чаще, почем и зачему. Вот, да, спрашивать себя, что вам нужно и почему вы что-то делаете. И просто, наверное, какой-то уверенности в том, что вы идете правильным путем. Вот такая псевдофилософская телега. Спасибо, что дослушали. У-у-у! Мне даже какое-то время выходить не хотелось просто, чтобы продлить вот это все. Блин, круто, очень круто. Вообще, мне еще нравится, что у нас появляется какая-то преемственность в докладах, какие-то ссылки, там вообще пасхалки. Круто. Ладно, короче, к вопросам. Все. Круто еще, что JS я назвал только 2 раза, когда ссылался на доклады Tbilisi.js на конференции по JS. Вот, простите меня, пожалуйста. Ну, я все проспойлерила в начале, так что. Ну да. Короче, все, к вопросам. А ты теме, как помнить все. Да? Придется тебе запомнить. Придется сейчас дискредитировать себя опять. How to read, открыть тот самый слайд. Я тебе сейчас листочек принесу. Это не рабочий ноут, там нет слайда, все. Готовься. Да. Погнали. Вопросы. Привет, спасибо за доклад, меня зовут Миша. У меня затаился один вопрос к тебе, и я не могу получить ответ из доклада. Ты сказал, выключите все ремайндеры. Но в этом случае, каким образом все-таки ты вовремя приходишь на встречи, то есть ремайндер от календаря включен. Тебя тегают в Slack, второй ремайндер со Slack на личку, и либо, я не понимаю, вот тот путь, по которому ты все-таки кто-то должен управлять, не ты сам. А кто-то тебя ведет на встречи, кто-то ведет тебя в правильные чаты в то время, когда ты действительно необходим. И вопрос больше про то, я должен был, наверное, услышать в докладе, что бывают полезные ремайндеры, бывают бесполезные. Что скажешь? Ну, тут очень комплексный, естественно, вопрос, и могу дать комплексный ответ. Суть в чем? Суть в том, что я, наверное, плохо подсветил свой подход. Это просто заходить раз в час или раз в 2. И вы же знаете, когда вас конкретно будут пинговать чаще. Если у вас какая-то выкатка, релиз, проверяйте чаще или сидите всегда на телефоне, условно. Обрабатывайте раз в полчаса. Но я по своему опыту говорю, что даже я, тимлид, могу раз в час не отвечать. И если вам приходится отвечать чаще, чем раз в час, то есть вопросы к менеджменту. У этого есть
есть специальное как-то орнитологическое название менеджера. Соответственно, ну, не нужно потакать этому. Если без этого невозможно, мы это обсуждали на прогонах на самом деле, если без этого невозможно, то нужно решать, потому что, например, можно уволиться из компании, а с семьи ты не уволишься, а с семьей ты хочешь проводить время, не хочешь отвлекаться ни на что. Соответственно, это такой довольно тонкий вопрос. Мой ответ прямой на поставленный вопрос – это то, что приходить раз в какое-то время, которое для тебя считается важным, правильным, и ты считаешь, что этого достаточно. Вот. И, собственно, это не значит, что надо полностью забивать. Это значит просто, что ты контролируешь, когда ты это читаешь, а не постоянно отвлекаешься. И то, что ты сказал, что есть важный и неважный, проблема в том, что в настройках, во-первых, если даже будет такая штука, отмечать, что важно, что не важно, ты будешь дольше настраивать, чем просто примешь решение. В моем понимании, вред от постоянного отвлечения на нотификации или ремайндеры намного выше, чем от того, что ты кому-то не ответишь там за 2 часа. Вот, наверное, так отвечу. Нормально или нет? Да, окей, спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Давайте дальше. Олег, спасибо за доклад. Было познавательно, интересно. Вопрос такой, может, немножко теоретический, чем практический. Вот в твоем докладе не было ни разу упоминания такой вещи, как искусственный интеллект, ассистенты, да. агенты и все прочее, прочее. Мгм. А почему? Ты считаешь технологии пока еще не зрелыми, или же ты опасаешься Скайнета и в будущей войне будешь на стороне кожаных мешков? Да, хороший вопрос. Вообще очень круто, что идут вопросы, к которым я готовился. То есть я предполагал, что они такие будут. По поводу AI. Мое отношение, на самом деле, конкретно в этом докладе не имеет большого значения. Суть просто была в том, чтобы дать то, что можно вот прямо сейчас зайти. Ого, тут есть катчап. Ого, тут есть канвасы. То есть это все можно типа применять вот прямо сейчас, не думая, не автоматизируя, не выбирая модельку, которую использовать, не платя никому за нее. Ну, то есть вот такой подход. Если коротко, мое отношение к AI. Нет, не буду его озвучивать. Если что, в кулуарах можно обсудить. Вот. А в целом, да, ответ такой. Доклад был немножко не об этом, и AI помогает действительно где-то, но где-то вообще не помогает. Вот. Спасибо. Так, еще вопросы. Да, ребята, я, если что, буду давать в первую очередь вопросы задать тем, кто еще ни разу не задавал. Да, так. А я не помню. Спасибо за доклад. Я, короче, использую такой подход. У меня есть ClickUp, и я туда все скатываю с 2 проектов задачи и с личной жизнью. Мне это, скорее всего, больше помогает. Пробовал ли такой ты метод, и насколько вреден он для мозга? Потому что в целом я вот в таком сейчас состоянии примерно нахожусь, который ты предпоследний слайд сделал. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Какие плюсы и минусы такого подхода? Вот именно, чтобы это мне дает в целом концентрацию, и я так меньше пропускаю дедлайны. Мне в целом вот этот инбокс, он в одном приложении, в одном месте. Да, понимаю. Опять же, возвращаясь к тому, что тема доклада не про автоматизацию максимальную, а про то, что можно делать прямо здесь, сейчас. С трекапом надо разобраться, трекап надо настроить. Трекап не всегда возможно там слить, потому что это может быть рабочая какая-то информация, которая, в принципе, она не выходит за рабочий профиль, например. То есть это не универсальное решение, не потому, то есть это неплохо, потому что я не ищу универсальных как раз решений. И в конце я хотел подсветить то, что нужно задавать себе вопрос, почему и зачем. Если ты работаешь с трекапом, и ты можешь работать с трекапом, и ты привык работать с трекапом, у тебя нет проблем, ты хорошо спишь и все успеваешь даже, я, во-первых, кланяюсь, а во-вторых, говорю, что ты все правильно делаешь. Тут доклад в первую очередь про то, что если ты чувствуешь, что ты overwhelmed, я по-русски не помню, как это слово, извините, типа, можно попробовать сделать что-то из этого. По поводу, пробовал ли трекап, да, мне не нравится настраивать. То же самое Notion. Я просто поймал себя на мысли, что я его настраиваю и не пользуюсь. А когда я такой, я настроил, прошла неделя, все круто, таблицы, все связано, я начинаю этим пользоваться и понимаю, что это невозможно этим пользоваться. И я такой, ну, надо переделывать. А переделывать еще дольше, чем делать с нуля. То есть вот это мое отношение, и я попытался его протранслировать в докладе. Поэтому извини, что как бы не ответил, возможно, на твой вопрос, но позиция вот такая. Окей, спасибо. Так, я иду дальше по залу. Сейчас. Блин, как много рук, боже. Я удивлен. Я думал, все такие, типа, все очевидно, и все. Ну, оказывается, так, нет. ладно. Привет.
Да, привет. Спасибо за доклад. Скажи, пожалуйста, используешь ли ты минимализм в своей обычной жизни, Да. вне рабочей? Смотрите, короче, есть подход, я забыл. Ты просто решил чекнуть, да? Просто чекнуть решил, да? В общем, есть подход, я не помню чей, опять же, это не важно. То есть это возвращаясь, ладно, философская тема. В общем, суть в чем? Суть в том, что есть в Японии какие-то умные люди, которые придумали подход, как будто бы ты уже умер. То есть живи так, что ты уже умер. Потому что ты не хочешь, чтобы люди за тобой разгребали твое пулюшничество, чтобы они не разбирались, где у тебя что лежит, какие документы и прочее. Ты живешь в минимализме в таком, в который, ну, в том числе сейчас многие в релокации, которые можно собрать в 2 чемодана и поехать дальше. Вот. Это меня очень дисциплинирует, во-первых. Во-вторых, эта штука классно работает на, как это назвать, на силу воли, наверное, потому что ты начинаешь думать, зачем тебе это нужно. То есть ты начинаешь себя ловить на каких-то вот вопросах, я хочу купить то или хочу сделать то. И ты такой, стопэ, давай подумаем, зачем, почему. И, соответственно, это тоже помогает не делать импульсивных поступков, решений. Благо это не благо. То есть, к сожалению, это только к 25 годам случилось, когда лобная доля мозга заработала. Вот, поэтому, как бы, если кто-то моложе, то я абсолютно пойму, если вы будете со мной спорить на эту тему. Вот. Вот это байт. Так, спасибо. Давайте я Мише передам микрофон. Человек, который больше всего кивал просто во время доклада. Да, Олег, спасибо большое. На самом деле, спасибо за шутки в первую очередь. Тема доклада мне очень близка, потому что я с 2017 года примерно начал заниматься вот стандартизированием, упорядочением того, что находится в памяти, и упоролся сначала в GTD, в Getting Things Done, по технике Bullet Journal, там 2 года покупал классные дневнички, разрисовывал их от руки, записывал. Потом занимался Zettelkasten в Obsidian, но вообще не разобрался, не понял. И сейчас снова вернулся в Obsidian. Так вот, то, о чем ты говорил, больше похоже на гигиену того, что входит в твою голову, то есть какие-то уведомления и так далее. Но как ты упорядочиваешь свои знания, жизненные или по проектам? То есть есть ли у тебя какая-то твоя дока на твою жизнь, на знания, которые хранятся в твоей голове? Как ты ее ведешь? И как я тоже сказал, наверное, не подсветил, тараторил, я для личной жизни пока не выбрал идеальный вариант. Для личной жизни у меня сейчас Notion, который минимально настроен, который максимально плоский, максимально простой, в который мне не страшно заходить. Никаких таблиц, ссылок, вот всех этих вещей, никаких дополнительных плагинов. Все больше такой plain текст какой-то. Вот. По поводу того, как... Ну, то есть тот же Obsidian, ну, ладно, это все тоже такие темы, извините, меня сейчас понесет. В общем, отвечая на вопрос, который я забыл прямо. Для личной жизни я действительно еще ничего не выбрал конкретного. И я хоть Slack заводи, потому что действительно это оказалось очень удобно, очень сбалансировано. Вот. По поводу каких-то обсидианов и ноушенов я уже все сказал, кажется, мне иногда просто их дольше настраивать и понимать, как они работают и для чего они работают, чем просто себя честно спросить, я сейчас прокрастинирую или надо просто записать в какой-то список. Тоже короткий пример. Когда делал доклад, я просто там вторую ночь, когда понял, что, кажется, мне последние 5 дней надо херачить просто как бешеному, я не мог уснуть. Соответственно, все, что я сделал, я открыл Notion, написал себе bullet point по всем проектам параллельным и просто уснул. А потом я к этому вернулся только через 4 дня, когда половина из этих дел уже были сделаны. То есть я его использовал не для того, чтобы себе план какой-то написать. Потому что если ты делаешь план, к нему надо возвращаться, его надо контролировать, а скорее как вот эта вот разгрузка мозга и отдых. Вот. Короче, извини, как-то я субъективно и так пространно ответил, но надеюсь, что ответ нормальный. Что мемы оценили, спасибо большое. Я был не уверен. Да. Так, давайте еще пару вопросов. Я вижу реально кучу рук, и это очень круто, и мне кажется, я даже так могу присесть, чтобы, Олег, ты просто посмотрел вот как бы на количество людей, которые хотят тебя о чем-то спросить. У нас будет следующий дальше перерыв, поэтому давайте пару вопросов, а потом вот вы будете терзать Олега. Давай. Спасибо большое за доклад, очень любопытно. Вы создали для себя некую многосоставную систему, да, и как любая система, она требует неких усилий по поддержанию системы. Ну, то есть ты заболел, и у гидра отросло 10 голов, или появился новый инструмент, который ты хочешь попробовать для самоорганизации. Вот как ты организовываешь свои усилия, вот эти вот метаусилия по изучению чего-то нового, встройку в свою систему, или там по зачищению хвостов, которые тебе что-то сломали в этих
Да, я, кажется, понял вопрос. В общем, я не пытаюсь ничего найти, связанного с продуктивностью и организацией дел, как раз по причине того, что я много чего пробовал или читал и понял, что я буду прокрастинировать и не делать это. Соответственно, я сейчас в ближайшее время даже не планирую что-то такое внедрять, а останусь на более-менее, опять же, плоских списках в Notion, пока не больно. Вот. А то, что поддержание системы, я как раз хотел сфокусировать внимание на том, что я ее почти не поддерживаю. Большая часть — это автоматически какое-то обновление инбоксов. Как раз это можно сделать еще лучше с помощью трекапа, чего-то еще подобного, но, опять же, доклад был не про какие-то дополнительные средства, вот, а то, что есть прямо под рукой. Соответственно, единственное, что я контролирую, дисциплинирую себя, это есть время, в которое я открываю инбокс, разгребаю его, глажу себя по головке и иду работать. Это вот особенно с почтой и чем-то редко обновляемым. А в Slack, я не буду вам врать, я тимлид, у меня бывают дни, когда я только и делаю, что сижу в Slack. И мои вот ребята из команды могут легко сказать: Олег, ты отвечаешь за 2 секунды. Проблема в том, что я нахожусь в это время в Slack. То есть я иногда нахожусь в Slack там 50-60% своего времени. Соответственно, просто типа в момент, когда мне что-то пришло, мне легче это обработать сейчас. Это, возвращаясь вот getting this done и прочее, это когда, если что-то занимает меньше минуты, просто сделай это, и все, не откладывай, потому что ты записывать будешь дольше. Да, я так понимаю, я отвечаю неправильно, да, как-то? Мне вот просто иногда случается что-то, болезнь, отпуск, у тебя гидры отросло, у тебя переполнился. Да, я понял, о чем ты. Или произошел редизайн какого-нибудь инструмента, который ты используешь, тебе надо разобраться. куда-то. Произошла жизнь. Я к этому отношусь очень просто, в плане, что не разгреб, но разгребу потом. Опять же, если хочется какой-то серебряной пули, ее нет. Я попытался предоставить серебряную дробь, если можно так сказать. Соответственно, если ты заболел, если у тебя, не знаю, плохое настроение, если ты в отпуске, ты точно получишь огромный инбокс. Все. И это будет огромная жопа, которую надо будет долго разгребать. У меня сейчас накопился бэклог и инбокс за вот эту неделю работы над докладом. Вот такой. Буду разгребать, буду приоритизировать по Эйзенхауэру или еще как-то. Соответственно, пока это работает, буду так. Как только перестанет работать, наверное, пойду на поиски, но это будет без какой-то системы, если честно. Короче, наверное, опять же, дискредитировал себя, но ответ такой. Спасибо большое. Так, давайте последний вопрос. Простите, ребята, до кого не дошла. Ловите потом Олега. Олег, спасибо большое, в первую очередь, за подачу. Я обычно смотрю видосы на X1,5, ты примерно так и говоришь. Да, блин. Можно я тебя прерву, извини? В общем, мы вели курсы по фронтенду в Екатеринбурге, когда еще был, в Яндексе работал. Соответственно, на одной из лекций, после лекции мне сказали, что я люто тараторю. И это даже хорошо в каком-то смысле, но там кто-то написал в фидбэке, типа, что за Эмином вообще, вот. И в следующей лекции я к этому сделал отсылку. Короче, я об этом знаю, да. Просто доклад получился действительно большой, на прогонах 45 минут, и я такой, типа, блин, как-то вроде дали добро медленно говорить, но вроде как-то неохота подставлять. Да, тебе сказали спешить, а ты и рад. Наверное. Все, извини, что перебил. Да, окей. Да. И момент про WIT, я как бы тоже в универское время побаловался, с тех пор подсел. Угу. Не попадал ли ты в ситуацию, как в фильме «Мементо», где тоже парень очень сильно уповал на записки, надписи, там даже на своем теле, где они друг на друга уже ссылаются, и ты просто в дедлок из записок проваливаешься, и у тебя... Не. Дискредитирование собственных записок. Не бывало ли ты в такое? Когда-то бывало, это правда. И как раз в этот момент я пользовался Obsidian. Для меня он вообще не подошел. То есть для меня Obsidian вообще не подходит. Для меня подходит как раз-таки прям большая свалка, без какой-то мысли, которую я могу потом разгрести. И когда я ее разгребаю, то есть в чем суть? Проблема какого-нибудь Notion, на мой взгляд, в том, что ты делаешь структуру и пытаешься в нее туда запихнуть свою жизнь. Ztelcast наоборот, про то, что что-то родилось, запиши, свяжи. То есть типа такое очень резкое. И мне ни то, ни другое не подходит, потому что первое — это ригидность, и типа ты придумал систему, а потом не попадает твоя жизнь в эту систему. А Ztelcast, он как раз для меня про то, что я потом, Ztelcast для меня дискредитирует эти записки. Поэтому у меня вот как раз свали все в кучу, потом эту кучу разгреби, и когда ты будешь разгребать, у тебя уже в моменте в голове родятся кластеры. И вот эти кластеры — это и есть, например, треды в Slack, которые я пишу по этой теме и закидываю туда сообщения. Или делаю канвас, типа там мини-проект какой-то, вот туда закидываю все эти мысли. Как-то так. Надеюсь, ответил на вопрос. Да, спасибо большое. Короче, пока вы шутили, обсуждали, меня уговорили на еще один вопрос. Как говорится, плюс вайб за шутки. И вопрос у меня очень короткий. И вообще, может быть, ты уже думал, прогонял сквозь себя.
у тебя есть ОКР? Вот чтобы заменеджить все, что ты нам рассказал. Короче, опять же, я считаю, что система не ОКРная. То есть это может выглядеть как-то вот то, что я сижу и там что-то какие-то таймеры ставлю. Нет, все обычно проще. Но вопрос хороший, потому что я иногда за собой замечаю какие-то вещи из разряда, как там, стереотипные движения, что-то такое. Но, очевидно, если почитать в интернете симптомы, то ты болеешь всем, поэтому я не ручаюсь за это. Собственно, да, возможно, есть какая-то вот педантичность, есть какая-то такая склонность не оставлять хвосты и т.д. и т.п. Но вопрос такой немножко, конечно, личный, поэтому, понимаю. да. Не знаю, может быть. Если да, то что ты мне сделаешь? Да просто своей болью тебе могу, да, Понял. рассказать. Не, шучу, если что, без негатива. Да. Спасибо тебе большое. Вам всем Так, спасибо да, большое. просто-